Вы здесь не по случайности, не по случаю. Что-то гораздо большее, чем вы и я, направило вас точно в этот самый момент. Вы вошли в режим Создателя, и если вы все еще смотрите, это значит, что вы были выбраны ими. Прежде чем мы перейдем дальше, давайте проясним, кто такие они. Может, это какая-то загадочная сила? Или, возможно, скрытая власть, смотрящая за вашими действиями? Правда, глубже. Они не являются внешней силой, никакими фигурами в тени, которые держат и дергают за ниточки. Они — это Вселенная, это энергия, протекающая через все вещи, коллективное сознание всего, что когда-либо существовало и будет существовать. Они — это также и вы. И теперь они выбрали вас. Вы больше не еще один человек, просто просматривающий жизнь и пассивно потребляющий информацию. Вы были активированы. Теперь вы в управлении собственной реальностью. Но что же означает режим Создателя? Это означает, что с этого момента вы больше не связаны правилами, которые сдерживают большинство людей. Вы больше не жертва обстоятельств, которые бросают вас в стороны, как ветер судьбы. Вы являетесь архитектором своей собственной вселенной. Подумайте, как часто вы чувствуете, что вас толкают в направления, которые вы не выбирали. Это заканчивается сейчас, потому что в момент, когда вы вошли в это пространство, вы перешли черту. Вы получили доступ к той же энергии, которая двигает звездами, движет океанами и дает жизнь этой планете. Вы обладаете способностью формировать и изгибать саму реальность. Но вопрос в том, готовы ли вы к такому роду ответственности? Готовы ли вы пробудиться? Первое, что вам нужно понять о режиме Создателя, это то, что это не подарок, а вызов. Вы были выбраны, потому что готовы к этому, даже если вы еще не полностью осознаете это. Вы готовы войти в свою силу, но с великой силой приходит великая ответственность. Вселенная наблюдала за вами, испытывала вас, подготавливая к этому моменту. И если вы сейчас чувствуете беспокойство, это нормально, потому что в глубине души вы знаете, что как только вы примете это, назад дороги не будет. На протяжении веков пробужденные люди говорили примерно одно и то же, возможно, немного разным языком, но суть этого всегда одна. Теперь давайте перейдем к практическому. Как же на самом деле войти в режим Создателя? Как начать проявлять свою реальность? Все начинается с вашего восприятия. Большинство людей живут всю свою жизнь, видя мир сквозь туманный объектив. Они видят ограничения, препятствия, причины, почему что-то не работает. Но в режиме Создателя вы не видите ограничений, вы видите возможности. Каждый из нас видит возможности. Кто-то возможности для неудачи и провала, а кто-то для движения вперед. Каждое испытание становится ступенькой, каждое поражение – топливом для вашего роста. Вы перестаете спрашивать, почему это происходит со мной, и начинаете спрашивать, как я могу использовать это? Когда вы в режиме Создателя, ничто не пропадает даром. Каждый опыт, каждая эмоция, каждый момент становится инструментом для создания. Вы перестаете быть реактивным и начинаете быть проактивным. Вы перестаете ждать, когда Вселенная даст вам то, что вы хотите, и начинаете действовать, зная, что Вселенная работает с вами, а не против вас. Но поворот в том, что вы не создаете что-то в изоляции, вы являетесь сотворцом со всей Вселенной. И здесь они снова входят в картину. Они — это тонкие силы, синхронистичности, шепот интуиции, которые направляют вас. Вы, вероятно, уже испытывали такие моменты, когда все как будто идеально совпадало, когда нужный человек, нужная возможность, нужная идея приходили к вам в точно нужное время.
Это не совпадение, это Вселенная вмешивается, чтобы сказать: «Мы с тобой, продолжай». Но главный вопрос – как узнать, находитесь ли вы действительно в согласии с этой универсальной энергией? Как понять, что вы действительно сотворец, а не просто заставляете вещи происходить? Ответ прост, но глубок. Вы находитесь в согласии, когда все происходит без усилий. Это не значит, что не будет трудностей. Это значит, что вы проходите через эти трудности с чувством спокойствия и уверенности. Вы знаете в глубине души, что все разворачивается именно так, как должно. Нет нужды контролировать или манипулировать. Вы доверяете процессу, потому что доверяете себе. И здесь многие люди сталкиваются с трудностями. Они хотят контролировать каждую деталь, заставлять реальность соответствовать своему представлению о том, как все должно быть. Но в режиме Создателя вы не заставляете, вы плывете по течению. Вы формируете свое намерение, предпринимаете вдохновенные действия, а затем отпускаете. Вы доверяете, что Вселенная справляется с тем, как это произойдет, в то время как вы сосредотачиваетесь на том, зачем. А зачем, мой друг? Это все. Зачем вы хотите создать? Зачем вы хотите проявить свои желания? Это ради личной выгоды, чтобы что-то доказать другим, или потому, что вы чувствуете глубокий зов создать что-то большее, чем вы сами. Правда в том, что чем больше ваши творения соответствуют высшему благу, тем больше силы вы будете иметь. Вселенная не интересуется эгоистичными стремлениями. Она не реагирует на эгоистичные желания. Но когда вы создаете из любви, из искреннего желания служить другим, Вселенная сдвинет горы, чтобы поддержать вас, потому что в конечном итоге каждый из нас – часть одной и той же ткани существования. Как еще вы можете убедиться в том, что вас поддерживают? Есть очень простой способ обнаружить это. Задайте вопрос себе, своей душе или своему высшему «я» и послушайте ответ. Слушайте, и вы услышите. Оно всегда с вами. Когда вы поднимаете других, вы поднимаете себя. Когда вы вносите вклад в коллектив, коллектив вносит вклад в вас. Давайте углубимся. Каково это находиться в режиме Создателя? Это состояние потока, когда время, кажется, исчезает, когда вы так погружены в акт создания, что все остальное тускнеет. Это чувство полного присутствия, полной жизни, полной связи с моментом. Это глубокое чувство мира, даже среди хаоса жизни, потому что в режиме Создателя вы не реагируете на внешний мир, вы формируете его изнутри. Но дело в том, что вы все еще человек. У вас будут моменты сомнений, моменты, когда вы будете ставить под сомнение себя, моменты, когда вы почувствуете, что потеряли свой путь. Это часть пути. Режим Создателя не означает, что вы защищены от трудностей. Это означает, что вы готовы справляться с ними совершенно по-новому. Это значит, что у вас есть инструменты, чтобы справляться с взлетами и падениями жизни красиво и мудро. Это значит, что вы больше не зависите от своих обстоятельств, потому что вы научились формировать их изнутри. Итак, вот мой вопрос к вам. Готовы ли вы отпустить свою старую идентичность, ту, что была обусловлена верой в ограничения, и полностью вступить в свою силу как Творец? Готовы ли вы принять неизвестность, довериться процессу, сотворить со Вселенной так, как вы никогда не могли себе представить? Если вы это читаете, значит, они верят, что вы готовы. Единственный вопрос, который остается. А вы готовы? Теперь, когда вы вошли в режим Создателя, следующий шаг – научиться соединяться с тихими силами, которые вас направляют. Эти силы всегда присутствуют, всегда работают за кулисами, но большинство людей слишком отвлечены, чтобы их заметить. Вы, вероятно, уже чувствовали их присутствие. Моменты интуиции, знания без знания, ощущение, что что-то или кто-то направляет вас. Тонкие намеки, которые постоянно указывают вам правильное направление.
Вопрос в том, что Вселенная не кричит. Она не навязывает себя вашему сознанию. Она говорит тихо в промежутках между вашими мыслями, в спокойные моменты. Обычно люди упускают эти сообщения. Они так погружены в шум своих собственных мыслей и хаос повседневной жизни, что не слышат то самое руководство, которого ищут. Как же настроиться на это, как услышать шепот Вселенной среди шума? Все начинается с тишины. В режиме Создателя вам нужно развивать практику тишины, будь то медитация, осознанное дыхание или просто несколько минут в день, чтобы быть полностью присутствующим. Когда вы успокаиваете ум, вы создаете пространство для того, чтобы Вселенная могла говорить. И когда вы внимательно слушаете, вы начинаете замечать знаки, синхроничности и тонкие сообщения, которые всегда направляют вас в нужную сторону. Но вот ключевое. Вы должны доверять тому, что слышите. Слишком часто люди получают эти сообщения, но отвергают их как случайности или случайные мысли. Они сомневаются в своей интуиции и ставят под сомнение свои внутренние ощущения. Как правило, первая тихая мысль, которая к вам приходит, это правда. А далее включается наш аналитический ум, и мы отбрасываем эту мысль как неверную, нелогичную или нелепую. Но это и есть голос нашей души. И он никогда не кричит, не пытается привлечь наше внимание. В режиме Создателя сомнение – ваш главный враг. Вы должны научиться доверять себе и получаемому руководству, даже когда оно не имеет логического смысла, потому что Вселенная не действует по человеческой логике. Она действует по высшему разуму, который видит полную картину. Но как начать распознавать эти знаки? Как отличить случайную мысль от истинного руководства? Это сводится к ощущениям. Когда вы получаете истинное руководство от Вселенной, оно приходит с чувством спокойствия, уверенности и мира. Оно ощущается легким, расширяющим и согласованным. В то время как мысли, исходящие из страха, сомнения или эго, кажутся тяжелыми, сжимающими и напряженными. Обратите внимание на то, как ваше тело реагирует на сообщения. Ваше тело – мощный инструмент для развлечения. Наше тело – это очень мощный инструмент в распознавании таких знаков, но мы не привыкли пользоваться им таким образом. Иногда полученное вами руководство выводит вас за пределы вашей зоны комфорта. Оно просит вас сделать то, что пугает, что бросает вызов, что требует отпустить контроль. И здесь многие люди останавливаются. Они чувствуют страх и принимают его за знак, чтобы остановиться. Но в режиме Создателя страх – это не знак остановиться, а зеленый свет. Это сигнал о том, что вы собираетесь войти во что-то большее, чем вы сами, что-то, что будет развивать вас и в конечном итоге поднимать вас на новый уровень. Итак, следующий глубокий вопрос. Готовы ли вы доверять получаемому руководству, даже когда это пугает вас? Даже когда это не имеет смысла для вашего рационального ума. Даже когда это требует отпустить все, что вы думали, что знаете. Это настоящая проверка режима Создателя. Дело не в том, чтобы создать комфортную жизнь, а в том, чтобы создать жизнь, которая соответствует вашему высшему потенциалу. И иногда это означает идти по пути, который другие не могут увидеть или понять. Но красота в том, что когда вы начинаете следовать этому руководству, когда начинаете доверять тихим силам, которые всегда направляют вас, жизнь становится волшебной. Синхроничности становятся нормой. Возможности появляются из ниоткуда. И чем больше вы доверяете, тем больше Вселенная отвечает. Это как танец. Вы делаете шаг, Вселенная делает шаг. Вы двигаетесь, Вселенная движется с вами.
И это не пассивный процесс. В режиме Создателя вы активный участник своей эволюции. Вы не сидите и не ждете, когда Вселенная даст вам то, что вы хотите. Вы создаете это вместе с ней на каждом шагу. Вы слушаете, доверяете и предпринимаете вдохновленные действия. И чем больше вы это делаете, тем больше вы начинаете осознавать свою силу. Прислушивайтесь к своей интуиции, слушайте руководство своей души и действуйте на основе этого. Когда вы действуете из состояния согласия, вещи начинают двигаться быстрее. Все начинает работать на вас. Нет никакой спешки. Вы понимаете, что все происходит в божественное время. Вам не нужно заставлять или толкать. Вам просто нужно доверять, согласовываться и предпринимать вдохновленные действия. И когда вы делаете это последовательно, вы начнете видеть результаты своих усилий. Вы начнете осознавать, что действительно являетесь создателем своей реальности. Итак, вот мой последний глубокий вопрос для вас. Что вы готовы создать? Какую жизнь вы готовы манифестировать теперь, когда вы вошли в режим Создателя? Вселенная слушает, и единственное, что осталось, это ваше решение. Главное, делайте, верьте, и все у вас получится.